Глава 1. Загадочный мальчик. Поздней ночью лунный свет отскакивал от водной ряби, а вокруг было тихо и спокойно. Красивая девушка тихо вышла из комнаты и выскользнула на задний двор ради открытия ворот. Красный румянец, что закрался на ее гладких, словно фарфор щеках, очень сильно мешал девушке в ее попытке скрыть свою нервозность, чувство неловкости, а также немалое количество предвкушения. Девушка была одета в простой наряд, но, несмотря на это, выглядела очень привлекательной. Она была высокой, ее грудь была плотно обернута, а ее тонкая талия обладала энергией, подобно змее. Ультракороткая кожаная юбка цеплялась к ее нижней части и прекрасно показывала изгиб ее идеально круглых ягодиц. Ее бедра были круглыми и нежными, как белый нефрит, тонкие и прямые, без единого греха они были полны жизни. Напротив нее спокойно стоял подросток возраста около 15 лет. Он был одет в грубую конопляную одежду и имел красивое лицо, светлую кожу, а также высокий для своего возраста рост. Тем не менее, одежда не могла скрыть его выдающиеся черты. Его глаза были как звезды в ночном небе и горели с оттенком тайны и глубины. «Извини, что заставила тебя ждать, Чутянь». Голос Мэн Ин дрогнул, когда она сказала: «Все спят, поторапливайся и тихо пошли в мою комнату». Она находилась под психологическим давлением в течение месяца, прежде чем она, наконец, решила дать себе волю. Человеческая молодость может быть короткой, но она должна быть полна блаженства. Мэн Ин очень сильно волновалась. Одна из ее очень опытных подруг как-то сказала, что если Чутянь может выдавать выдающееся исполнение каждую ночь, она сможет вести комфортную и счастливую жизнь. Она даже в конечном счете найдет свои прежние убеждения глупыми. Если у вас есть деньги, то вы должны этим наслаждаться. Если бы вы этого не делали, то не является ли это напрасной тратой щедрых финансовых условий вашей семьи? Если то, что собирается произойти сегодня, будет узнано другими, ее репутация будет уничтожена. Но Мэн Ин было трудно удержаться от соблазна. Когда ей было около 12 или 13 лет, она часто фантазировала об этом и мечтала о том, чтобы иметь кого-то, на которого можно было положиться и который всегда рядом. Мэн Ин закрыла дверь. Ее тело казалось натянутым от напряжения, ее тонкий нос был покрыт крошечными каплями пота, а ее прекрасные щеки окрасились ярко-красным. Ее животик был плотно обтянут одеждой, которая подталкивала ее грудь вверх, и со стороны казалось, что она может вырваться в любой момент. Ее маленькие руки были влажными и постоянно сжаты, не зная, куда их девать. Спальня была светлой и просторной, богато украшенная мраморным полом и деревянной кроватью ручной резьбы. Были странные огни, которые испускали мягкий свет, они были вырезаны из кристаллов формы лотоса, чтобы они смотрелись как прекрасное произведение искусства. Стены были покрыты фресками, и стол был заполнен различными книгами. Розовый навес кровати, с которого отвесно спадали занавески, приносил слабый аромат, который мягко пронизывал комнату, создавая легкую романтическую атмосферу. Это было хорошим местом для подобного занятия. Чутянь с любопытством спросил: «Вы в первый раз занимаетесь чем-то подобным?» Мэн Ин склонила покрасневшее лицо. Первый раз». Чутянь улыбнулся и сказал: «Целомудренная богатая девушка, как вы, огромная редкость». Мэн Ин был немного смущена и спросила с ее москитным тонким голосом: «Торговец сказал, что вы получили специальную подготовку и является экспертом в этой области. Вы действительно опытный». Чутянь пожал плечами. «Я считаю, что не имею никаких проблем в этом вопросе». Мэн Ин обнаружила, что когда Чутянь говорил, его отношение было не скромным, не настойчивым, не медленным, не быстрым. В отличие от других рабов, он имел вид весьма образованного человека. Работорговец сказал, что Чутянь был благородным, но в силу особых обстоятельств все члены его семьи были убиты. Он был выслежен, понижен до раба и был наконец-то куплен Мэн Ин. Позволять одинокому благородному подростку заниматься подобными неловкими вещами, да кого это волнует, сегодня я должна тщательно проверить его способности. Надеюсь, он не просто пустая оболочка, и на самом деле имеет возможность удовлетворить все мои потребности. Мэн Ин прошептала: «Я пойду готовиться, а ты сначала разденься. Сегодня вечером будет бессонная ночь, нужно готовиться к битве». Чутянь снял пальто и положил его на стол. «Я иду. Помоги мне с этим». Мэн Ин приложила все свои силы, чтобы вытащить большой деревянный ящик. Большая груда книг и свитков свалилась на стол. Мэн Ин смущенно улыбнулась. «Я накопила домашнего задания на целый месяц. Мастер проверит его завтра. Я еще не решила ни одной проблемы. Я оставлю это вам и посмотрю, сможете ли вы решить их». Она потратила сумму, равную полугоду ее карманных денег. Если он докажет свою ценность, то у нее будет достаточно времени, чтобы расслабиться и играть. Мэн Ин ожидала этого с огромным нетерпением. «Это больше, чем я ожидал». Чутянь открыл бумажный талисман, наполненный сложными формами и узорами. Его рот показал презрительную улыбку.
тебе следует пойти спать и не беспокоиться об выполнении домашних заданий. Ах, так вы не знаете? Лицо Мэн Ин было полно разочарования. Это незаконченный талисман огненного шара. Структура талисмана первого уровня слишком сложна, поэтому ремонтировать его будет трудно. Только настоящий эксперт талисманов может совершить подобное. Но мастер не требует от нас его полного восстановления. Это упражнение в области коррекций. Амулет имеет 12 ошибок, и вы только должны найти 5, чтобы выполнить задачу. Существует справочник, пожалуйста, вы можете посмотреть на него. Темные глаза Чутяна блеснули в изумлении. Это считается трудным. Мэн Ин была немного озадачена. Разве это не трудно? Это даже не является тем, чем можно обмануть ребенка. Чутянь засмеялся. Уровень интеллекта людей вашего времени немного слишком низок. Мэн Ин была поставлена в тупик нашего времени. Что вы имеете в виду? Чутянь понял, что он сказал что-то, что он не должен был, и сразу же сменил тему. Хорошо, давайте не будем говорить об этом. Лучше уж вы для начала принесите мне самую трудную проблему, что вы имеете. Моим мастером является Джан Ли Цин. Он является лидером гильдии песцов в пределах города и специализируется на изготовлении талисманов. Он имеет высокую репутацию, так что даже мэр должен относиться к нему с уважением. Ты уверен в том, что хочешь посмотреть на самую трудную проблему? Чутянь был невозмутим. Принесите ее. Оставшись без каких-либо альтернатив, Мэн Ин могла лишь следовать его словам и выложила огромный свиток. Свиток содержал много сложных диаграмм, сложенные друг на друга словно множество паучьих паутин. Обычные люди получили бы головокружение, просто посмотрев на него. Это новый талисман элемента Земли, над которой мой мастер проводил исследования. После проведения 80% интенсивных исследований, он вошел в тупик в его линии исследования и не мог проследовать дальше. Из-за того, что он не мог придумать что-нибудь еще, он опубликовал план поиска новых вдохновений, чтобы завершить его. Мне было любопытно, и я взяла один подобный талисман в то время, но я не могу его понять, не говоря уже о том, чтобы дать полезную обратную связь, касающуюся талисмана. Я предлагаю вам не тратить на нем свое время, так как это не то, что обычные люди могут понять. Чутянь взглянул и сказал, это всего лишь проект земляного талисмана первого уровня, причем очень грубый, неразвитый, низкого уровня и к тому же являющийся незаконченным. Ему потребовался лишь один взгляд, чтобы распознать тип талисмана. Такой подвиг должен быть почти невозможен, потому что нормальному человеку понадобится как минимум несколько дней, чтобы понять это. Мэн Ин была шокирована и удивлена. Разве вы уже смотрели на этот проект раньше? Чутянь был слишком ленив, чтобы что-то объяснять. Принесите мне ручку. Мэн Ин очень сильно сомневалась, но все же передала ему перо из красного кристалла. Может ли этот мальчик действительно понять проект мастера? Это неправильно, это тоже неправильно, неправильно, неправильно. Все не так. Чутянь быстро сделал десяток красных кругов на чертеже. Ошибки в диаграммах, пересекающиеся руны, путающая логика, абсурдные идеи. Ошибки новичка во всем место. Является ли это действительно талисманной инженерией? Это просто идеальный набор ошибок. Даже если ваш мастер полностью безмозгл, я все же похвалю его за мужество выпуска этого мусора к общественности. Чутянь быстро сделал десяток марок и оставил соответствующие примечания в пустых пространствах. Это ты кто является здесь безмозглым? Как вы можете говорить подобное о мастере Джане? Разочарование, огромное разочарование. У нее было такое чувство, что Чутянь был просто большим лжецом. Даже если ты благородный и получил хорошее образование. Сколько, по-твоему, тебе лет? Решится судить мастера Джан Ли Цина подобным образом. Он был просто сумасшедшим и высокомерным до крайности. Мэн Ин лишилась всех надежд, касающихся Чутяна, и начала сердито читать томонотацию. Во время выпуска этого чертежа к широкой массе он вызвал целую бурю волнения в городе Тяньнан. Мастер изучал магические формации и талисманы на протяжении десятилетий и имеет выдающиеся достижения в этой области. На каком основании ты смеешь утверждать, что он недостоин? Эй. Эй. Что ты творишь? Ты меня вообще слушаешь? Что это за странные каракули ты начал рисовать на бумаге? В течение всего нескольких минут, всего лишь несколько минут, Чутянь закончил совершенно новый чертеж на обратной стороне свитка. Размер нового чертежа был в 2 раза меньше оригинального. Руны были аккуратно и упорядоченно расположены. Каждая руна выглядела как результат, полученный от тысяч педантичных попыток. Каждый штрих в чертеже был художественно прекрасен. В целом, это давало ощущение совершенства и работы самой природы. Первый чертеж давал людям чувство головокружения и дискомфорта, но на этот можно было смотреть часами, как на величайшее произведение искусства. Они давали людям абсолютно разный вид опыта. Когда Мэн Ин посмотрела на чертеж, ее прекрасные глаза расширились от удивления.
Она отважилась поклясться Богом, что это был самый красивый чертеж талисмана, что она когда-либо видела в своей жизни. Он имел таинственную силу, зачаровывающую людей. Этот чертеж был настоящим учебником идеальной работы. Нет, даже великие классические учебники не могут сравниться с этим талисманом. Несмотря на то, Мэнин не могла понять содержание, но со структурной и художественной точки зрения эта работа сильно опережала материалы в учебниках. Чем больше Мэн-Ин смотрела на него, тем больше была очарована этим чертежом. Она бессознательно согнулась в сторону чертежа, почти лежа на столе. Ее тяжелый бюст плотно прижимал ее воротник, раскрывая ее красивые круглые формы. Плотно заключенный в одежду бюст поднял 2 пика, оставив траншею вниз посередине, достаточную, чтобы возбудить воображение любого человека. Чутянь совсем не ожидал того, что эта маленькая Месси окажется настоящей музой, несмотря на свой молодой возраст. Является ли это легендарной, вы можете лишь представить, но нигде не найти грудастой Лоли. Интересно, какими они являются на ощупь. Мэн-Ин не заметила, что обнажала чересчур много, и, таким образом, была увлечена чертежом целых 5 минут. Она подняла голову и сказала: «Я совершенно не могу понять ее, но ваша работа однозначно очень красива. Талисман каменной кожи 1-го уровня, и это после того, как я исправил оригинальный дизайн и завершил последующие части», сказал Чутянь милой Месси, но, будучи ограниченным оригинальным дизайном вашего мастера, этот проект стал самой худшей работой, что я когда-либо создавал. Когда вы возьмете его с собой наружу, никому не говорите, что он был сделан мной. Чутянь сказал, что это не потому, что он беспокоится о своей репутации, а потому, что он не хотел слишком рано раскрывать свои возможности. Мэн-Ин напряженно кивнула. Как он могла не понимать важность этой вещи? 42 тысячи лет назад человеческие философы открыли способ развивать магическую силу, что и дало человечеству возможность закрепиться на этой земле. 26 500 лет назад люди открыли секрет магических формаций, что привело к существенному увеличению производительности и позволило цивилизации развиться от племен до целых империй. 14 200 лет назад люди научились изготовлению талисманов. С тех пор начались войны, и империи становились все больше. Талисманы стал самым ресурсом культиватора. Талисманы ассоциировались с силой культиватора, силой армии и силой страны. Как могло рождение нового талисмана не вызвать целую волну возбуждения? Оно представляло неограниченное богатство, честь и престиж. Ход мыслей Мэн-Ин был довольно прост. Единственное, о чем она беспокоилась, был ли этот загадочный парень по-настоящему надежным, и может ли он закончить всю домашнюю работу для нее. Из-за всего, что было у нее на уме, она не могла заснуть, и поэтому она просто сидела на противоположной от подростка стороне стола, обеспокоенная тем, что Чутянь может халтурить во время работы. Однако она вскоре заметила, что была ли это трудная и глубокая, или же просто элементарная проблема, не было абсолютно никакой разницы для Чутяна. Он мог бы найти решение в один миг, как кто-то, что практиковал это 1000 раз и уже знал ответы на все вопросы. Он завершал каждое упражнение в молниеносной темпе. Эти безупречные руны и формации, эти чрезвычайно сложные механизмы и глубокие комбинации были прекрасными произведениями искусства и, безусловно, не были лишь случайными каракулями. Она обнаружила, что наблюдение за работой Чутяна рабочей было сродни просмотру картины художника. Весь процесс был свободен и без лишних усилий, наполненный эстетической доблестью. Ни вялый, ни мертвый. Каждый удар был точен, как будто наполняя саму природу. Мэн-Ин был настолько поглощен в просмотром, что начала находить весь процесс настоящим праздником для ее глаз и разума. 1,5 часа пролетели незаметно, более 100 листов домашней работы были аккуратно сложены на верхней части рабочего стола. Чутянь встал и потянулся. Так скучно, я чуть не заснул. Мэн-Ин не смогла остановиться внезапному порыву и ущипнула свои белые бедра. Ой, это действительно происходит. Это не сон. Этот парень только что завершил домашнюю работу, рассчитанную на целый месяц, лишь за 2 часа. Среди этих бумаг не было ни одной сложной задачи. Вам требуются еще какие-то услуги, сказал Чутянь, смотря на пару девичьих ног. Они были подобны белому нефриту, такие же белые, мягкие и нежные. Массажи, ванны и даже составление компаний в постели. Я очень опытный. Вы хотите попробовать подобное? Щеки Мэн-Ин покраснели. Ни в коем случае. Как прискорбно, в таком случае мне стоит вас покинуть. Мэн-Ин быстро спросила: куда? Чутянь зевнул. Вы знаете, что я был в плену на рабовладельческом рынке. Я провел несколько дней без хорошего сна, но я наконец-то нашел хорошее место. Что? Ты хочешь поспать вместе со мной? Чем заняты мысли этого парня? Бе. В твоих мечтах. Мэн-Ин быстро объяснила. Позволь мне тебе кое-что сказать. Есть много очень людей в городе, так что я приготовила для тебя поддельную личность. Ты будешь новым помощником повара нашей семьи.
В доме есть пустая комната. Вот, возьми от нее ключ. Похоже, эта Месси довольно внимательна. Когда Чутянь взял ключ и готов был уйти, он вдруг услышал звук шагов, идущих от двора. Нахмурив брови, Чутянь сказал: «Странно, я думаю, что кто-то сюда идет». Выражение лица Мэн Ин сразу изменилось. «Плохо, это старшая сестра. Поспеши и спрячься». Глава 2. Большой шаг. «Ин, ты спишь?» Женский голос, подобно пению сирены, завораживал и опьянял. «Старшая сестра не должно здесь быть. Почему она пришла сегодня?» Мэн Ин крикнула: «Я!» «Я? Одну минутку, пожалуйста». Мэн Ин толкнула Чутянь на кровать и прошептала: «Доверься мне и не двигайся, я все устрою». Под кровать полетели пальто и 2 пары ботинок. Она распустила волосы и нырнула в кровать. Чутянь оказался закрытым большим одеялом. Чутянь в самом деле был счастливчиком. В паре сантиметров от него лежала девушка, чью красоту нельзя описать 2 строками: белоснежная кожа, длинные черные волосы. Черт, сейчас не время описывать ее красоту, звуки шагов были все ближе и ближе. Мэн Ин вжалась в кровать и обнаружила нечто твердое в районе ягодиц. Ее лицо стало красным. Кажется, сейчас она закричит. Чутянь отреагировал быстро и одной рукой обхватил ее талию, а другой закрыл рот, чтобы предотвратить какой-либо звук. Чутянь стал чувствовать каждое ее дыхание. Мэн Ин пыталась сопротивляться. Чутянь был в панике, с каждым движением ему было все труднее держать себя в руках. «Прошу тебя, помолчи». Мэн Ин продолжала мычать. Чутянь шлепнул Мэн Ин: «Заткнись». Мэн Ин слегка застонала. Их взгляды встретились, она еще никогда не видела таких глаз полных уверенности и решимости. Ин никогда прежде не была так близка с мужчиной. Это мгновение сильно затянулось, старшая сестра стоит прямо за дверью. Она постучала. Мэн Ин была вся на взводе. Мысль, посетившая обоих: «Чёрт, что делать?» Деревянная дверь открылась. Мэн Ин взяла себя в руки. Она убрала руку Чу и произнесла, насколько это было возможно, внятно: «Какой сюрприз, старшая сестра». «Прости, но я даже толком и не одета». Чутянь все еще обнимал Мэн Ин. Через розовый навес он мог видеть стройный силуэт, по крайней мере, 170 сантиметров в высоту. Он не мог разглядеть ее лицо, но он мог видеть одну удивительную пару длинных ног. Ничего, только ее чарующий голос и ее идеальной парой ног было достаточно, чтобы свести с ума любого мужчину. Я не могла уснуть и решила заглянуть к тебе. Девушка с длинными ногами и красивым голосом села на стул. Им была в панике, если старшая сестра увидит Чу, обнимающего меня в кровати. Я не представляю, как буду это объяснять. Чутянь тоже не светился от радости. Просто непруха какая-то. Я очнулся в теле подростка, лишённый всяких сил, и что лучше всего, я, оказывается, раб. А теперь еще эта ситуация, а я думал, что хуже уже не будет. Эх, думаю, терять уже нечего. Чутянь положил правую руку на ее нежные белые бедра. Но этого оказалось мало. Мэн Ин протолкнуть ее ноги плотно, ее тело напряглось, не было сил даже вздохнуть полной грудью. Она прокляла Чутянь десятки раз в ее мыслях: «Я никому не давала даже коснуться себя, а этот раб вовсю лапает каждый сантиметр моего тела. И еще смеет упираться этим мне в зад. Он просто использует эту ситуацию по полной. Молись, чтобы старшая сестра не узнала об этом». Мэн Ин высунула голову. Она сказала дрожащим голосом с румянцем на лице: «Старшая сестра, тебя что-то беспокоит?» Мэн Цин Ву так на самом деле звали старшую сестру. Из-за определенных причин она была не в состоянии заметить отклонение в поведении младшая сестра. «Я беспокоюсь о аптеке. Я не могу никому доверять, только к тебе я могу прийти за советом». Цин Ву была менеджером семейного бизнеса. Торговая палата Нань Юн в основном продают талисманам. Мэн Цин Ву потратила много денег, чтобы младшая сестра стала учеником мастера Чжан Ли Цин. В будущем эти знания помогут возродить семейный бизнес. Когда-то Нань Юн имел монополию на продажу талисманов. 6 лет назад все изменилось. Из-за переворота они отошли на 2-е место по продажам. Бизнес все продолжал падать. Цин Ву надеялась оживить торговлю через открытие в городе еще одной аптеки. На основные нужды ушли почти все оставшиеся средства. Мэн Ин теплым голосом ответила: «Прямо сейчас дела идут в гору. Если все продолжится, мы будем в состоянии открыть еще несколько филиалов. Разве есть причины для беспокойства? Тебе не кажется, что все идет слишком гладко? Не напоминает события 6-летней давности,
Этот вопрос остудил Ин, словно она только что вылезла из ледяной ванны. Как я мог забыть? Мне было 10, когда родители умерли. Цинву с досадой в голосе продолжила. Я всегда подозревала, что родителей убили не звери. Я смогла отыскать подтверждение этому, но их недостаточно, чтобы что-либо доказать. Ин содрогнулась. Мама и папа были убиты. Тебе уже 16, ты достаточно взрослая, чтобы знать правду. После смерти мамы и папы дядя сразу же забрал свою долю из бизнеса. Кто-то продал наш дизайн. Все поставки приостановились, на наш магазин начались нападения. Наше место на рынке мы потеряли по меньшей мере 80% нашего влияния. Как ты думаешь, это все случайность? Означает ли это? Все было спланировано, единственное, что они забыли учесть, это я. Ин, наконец, поняла, как трудно было старшей сестре последние несколько лет. Старшей сестре было 16, когда это все упало на ее плечи. В одиночку она держала на плаву семейный бизнес. Я же просто развлекаюсь и трачу наши сбережения на всякий хлам. Я даже не учусь как следует. Если бы... Чертов Чутянь, несмотря на эту ситуацию, начал спокойно лапал грудь Ин. Лицо Мэн Ин снова залилось краской. Ее тело было очень чувствительно, особенно в областях. Она почувствовала прилив онемения, проходящий через ее тело, ей оставалось лишь сжать зубы, зажать ноги и постараться не делать какой-либо звук. Это заходит все дальше и дальше, что он сделает дальше? Цинву подумала, что младшей сестре стало стыдно за себя, заметив слезы в ее глазах и ее ярко-красное лицо. Ей даже стало немного легче, ленивая и простодушная младшая сестра становится взрослее. Ин не могла позволить ей увидеть Чу. Она спокойным голосом продолжила. Кто это может быть? Кто так желает разрушить нашу семью? Поколебавшись, Цинву ответила. Семейство Йо, только их наемники могли подстроить смерть родителей как несчастный случай. Если семья Йо всерьез взялась за них, то нет никакого способа бороться с ними. Цинву взяла небольшую паузу и продолжила. Более половины наших мастеров ушли в темные воды, компанию семейства Хань. Но я почти уверена, что за ними стоит семья Йо, нет другого объяснения их стремительного роста. Ин стиснула зубы и сказала, мы должны отомстить. Старшая сестра покачала головой, мы не можем спешить в этой ситуации. Я чувствую себя хуже. Ты должна учиться лучше всех и постараться стать учеником мастера Джана. В случае чего, он сможет гарантировать тебе безопасность. Мэн Ин чувствовал себя ужасно. Старшая сестра имеет проблемы со здоровьем и все еще опекает меня. Она отправила меня не для того, чтобы возродить наш бизнес, а чтобы защитить, если что-либо пойдет не так. Старшая сестра, ты будешь в порядке. Не стоит переживать, 6 лет назад все было куда хуже. Мне нужно время, чтобы понять, что они планируют. Ин, можешь засыпать. Завтра нельзя опаздывать. Хорошо. Неважно для себя или для семьи, ты должна упорно работать. Ин понимает, старшая сестра страдает хронической болезнью, ты должна засыпать раньше. Это было в течение многих лет, я уже привыкла к этому. Нет причин для беспокойства. Цинву утешила младшую сестру, а потом покинула комнату. Мэнин была подавлен и молчала в течение нескольких секунд, а потом вдруг закричала. Чутянь нежно обнял ее. «Не печалься, не грусти, все будет в порядке». Ин почувствовала объятие, теплое и убаюкивающее. «Извращенец. Как долго ты собираешься обнимать меня?» Ин нуждалась в поддержке. Она хотела закричать на этот раз, но почему-то не стала. «Он просто использует меня, я не могу позволить этому продолжиться». Чутянь неохотно покинул кровать, бездушно улыбнулся. «Прости, думаю, я слегка лишнего болтнул». Им было очень грустно, этот парень слишком бесит. Она была в ярости и уставилась на его промежность. И кого я только слушаю. Тянь неловко стиснул ноги вместе. Это естественное физиологическое явление и не может контролироваться. Разве этот факт нуждается в огласке? Я не позволила бы одному органу взять себя под контроль. Но... Им была разгневана. Еще одно слово, и я. Я ударю тебя. Помогите. Спаси меня. Мисс хочет убить меня. Тянь быстро бежал. Мин посмотрела на Чутянь, бегущего в панике. Только откуда этот парень пришел, Чутянь покинул двор. Он перестал бежать. На его лице отображалось спокойствие. Он смотрел на звезды. Никто не поверит, что я из будущего. Да уж, это даже звучит глупо. Самый молодой мудрец своего времени, гений, что рождается раз в тысячелетие, чтобы менять этот мир, оказался затянут в пустоту и перемещен в тело подростка, да и к прочему он оказался рабом.
Основой рабства было контролирование души раба через предмет контракта. Владелец предмета становится владельцем раба. Я мог бы уйти хоть сейчас, для меня не составит труда разрушить контракт раба, но эта девушка, я думаю, помощь ей будет веселым занятием. Что ж, почему бы и нет? Глава 3. Изгой. 10 областей. Первая была область совершенного тела. Второй была область пробуждения души. Каждая крупная цивилизация разделена была на 9 категорий. Население города Тяньнэн составляет почти несколько миллионов, около 2000 в совершенном теле и несколько десятков в пробуждении души. 16-летняя Мен Ин обладала силой второй категории совершенного тела. Это было неплохо в глазах простых людей. Однако по сравнению с гениями из продвинутого класса, это было слишком посредственно, чтобы привлечь к себе много внимания. Сегодня в обычный день она несла сумку, когда к ней вдруг обратились: «Ин, ты сегодня рано». К ней обратилась красивая девушка-кокетка с серыми глазами и рыжими волосами. Одета она была в красную полупрозрачную шелковую кофту и брюки, которые облегали ее фигурку. Наньгун Юнь походила на демона в своей манере поведения и одежде. Она имела 9-й ранг совершенного тела и вот-вот должна была перейти в элиту, в пробуждении души. Кроме того, единственная ученица Джан Лицин. Ин тихо спросила: «Госпожа Наньгун, вы здесь заменяете учителя?» «Не говори о нем». Волосы Юнь свободно стекали с плеч, старик сошел с ума в своих исследованиях талисмана. Как он будет учить? Слова девушки были жестокими, но правдивыми. Старый хрыщ стал все чаще выгонять учеников. Особенно часто стал обращать внимание на домашнее задание. А ты его не выполнила. Можешь сейчас собирать вещи. Нет, я его сделала. И не хотела вылететь из школы, вот. Глупышка. Это только начало, и вылететь все так же легко. Или ты готова пахать с утра до ночи? Я. Так, ладно. Я пришла не для того, чтобы учить. Быстро иди и покажи задание ученику Хань Лонг. Лонг был фактически вторым учеником после нее. Имея 4-й ранг совершенного тела, у него была своеобразная репутация. Весьма талантливый, он не пропускал ни одной юбки мимо, охотясь и на нее. Кроме того, его семья и могла быть убийцами ее родителей. Подожди, это работа мастера. Глаза Наньгун сузились, когда она взяла большой свиток из сумки. Не давай советы мастеру. Ах. Ин поспешно попыталась закрыть сумку, это только закорючки. Нангунь подняла свитки в воздух и стала тщательно рассматривать. Ин попросила: «Госпожа, верните, пожалуйста». «Не надейся». «Нет». Нангунь говорила быстро: «Я лично передам мастеру это». «Ты же не хочешь, чтобы тебя выперли на улицу или я тебя прибила?» Ин знала нрав девушки, поэтому пошла к Лонгу. Высокий мужчина около 20 лет сидел в передней части. Узкие глаза и крючковатый нос дополняли образ. Этот человек был Хань Шаолонг. Хань Ша сладко улыбнулся. «Ин, сегодня свободно для танцев?» Мэн Ин покачала головой. «Я не могу танцевать, я занята сегодня». Глаза Хань Шаолонга сузились. Какая жалость. Мэн Ин промолчала. Глаза стали бродить по телу Ин. Глаза опустились на бедра стали. Глаза усмехнулись в холодной улыбке. «Сколько ты еще будешь ломаться, ваши результаты на нуле, и более тебя никто не сможет защитить от меня». Он думал о теле Ин и Наньгунь. Скорее бы их заполучить в свой гарем. Но резко отреагировал. Что это? В ее домашней работе были сплошные ошибки. Лишние черты на огненном шаре, непонятный крест, который мало походил на фаербол. Смешно, но где она скопировала это? Хан улыбнулся. Торговля была бизнесом, где талисманы были важной составляющей. Но само изучение началось 10 тысяч лет назад. Из-за сложности изготовления только мастер может менять хоть что-то. Может, она создала таки новый, это шутка. Слишком мало. Слишком образно. Выброси это. Думаешь, можешь уйти от копирования книги? 0 очков Ин за неискренность в работе. Она использовала несуществующие символы. Позор. Будет наказание. Да, господин, 2 юниора поспешно записывали все. Они мало что думали, молча выполняя задание. Работа ее и впрямь была странной. Господин пытается обидеть ее, он был таким жестоким, и если бы они знали, что сейчас делают. Это же стоит бешеных денег, Хан быстро отправился в лабораторию Цин, у него появилась идея.
Перед столом был высокий старик в белых одеждах с тревожным выражением на лице. Его волосы были белыми и грязными, его лицо было тонким и бледным, а его глаза были залиты кровью, как если бы он не спал в течение многих дней. Его рука держала ручку, а сам он, размышляя, что-то писал. Весь стол был один большой беспорядок, с десяток тяжелых толстых книг и десятки написанных пергаментов, связанных с талисманом. Жан Ли Цин услышал звук и с неудовольствием сказал: «Что вы хотите? Разве вы не видите? Сейчас я занят». Хань Шао длинный сказал: «Ученик смотрел домашнюю работу в прошлом месяце. Она рентабельна. Однако есть другая, которая очень схематична, но весьма интересна. Посмотрите, пожалуйста». Жан Ли Цин был обеспокоен, а мысли были хаотичны. Он просто сказал: «Если они не хотят учиться, то зачем оставаться? Возврат платы за обучение и не возвращаться». Лицо Хань Шао сверкнуло, ее семья очень известна. Жан Ли Цин, казалось, проснулся. Тратить несколько лет, при этом только средние знания, не имеет академических достижений и известности. Лучше пойти домой. Пусть это будет пример для других студентов. Перейдем теперь к делу. Да. Учитель. Даже не верится, что прошло так гладко, девчонка изолирована, он ворвался в класс. Брови Нинго нахмурились. «Я учу, не видишь? Пошел вон. Пожалуйста, не мешай. У меня приказ от Жан Ли Цин». Хань Шао боялся ее, поэтому упомянул мастера: «Мэн Ин, в течение ваших 4 лет в гильдии у вас есть только средние знания, никаких достижений, часто приходите поздно, всегда последнее, оказываете плохое влияние. Вы будете изгнаны. Пусть это облегчит атмосферу в гильдии и послужит уроком для других». Юн разозлилась. «Что имеешь в виду?» — так сказал мастер. «Ты пойдешь против него». Хан обратился к Ин: «Учитель милосерден, поэтому тебе выплатят 2000 золотых за все годы обучения. Тебя исключили, если ты еще не поняла. Можешь не возвращаться». Класс стал ликовать. Наконец-то ее выперли. Только из-за денег сюда попала бездарность, мастер Чжан очень вежлив, вернув деньги и подарив бесплатное 4-летнее образование. Лицо Ин побледнело до цвета бумаги. Она спешно собрала свою сумку и вышла из кабинета, глотая слезы и обиды. Нэнгунь грустно вздохнула. Ин вышла с тяжелым мешком монет. Она могла стерпеть любые унижения, но не позорить сестру. Когда слухи распространятся по городу, ее семья будет опозорена. Когда хан увидел Ин, в сердце запела радостная нота наслаждения. «Это приказ мастера, я не могу ослушаться». Ин замерла. Он продолжал сыпать соль на рану. «Ваша сестра возлагала большие надежды на вас. Она использовала связи, чтобы пробить вас сюда. Она так надеялась, что вы станете опорой для семьи и поможете с торговлей. Ваша сестра очень разочаруется в вас», — Ин сквозь слезы спросила: «Слишком поздно?» «Не хочу этого». Хан Шуо рассматривал тело Ин. «Еще можно все исправить. Если вы готовы». Ин сказался с надеждой: «Буду делать то, что прикажете». Лонг уверенно: «Помогите. Прошу. Это будет нетрудно». Он продолжал: «Нужно спать со мной в течение нескольких ночей. Вместе с авторитетом Нингунь и моим шанс есть». Ин разозлилась: Вы негодяй». Ин была выгнана, и не было смысла скрывать свои намерения. «Ладно. Вы профукали свой шанс. Рано или поздно прибежите обратно и будете умолять переспать со мной. Заткнись». После этого нехорошее предчувствие наполнило сердце Ин. Она решила поскорее убежать отсюда. Она хотела домой. Глава 4. Удивленный мастер. Полдень, лаборатория. Жан Ли Цин выглядел уставшим. Юн вошла в лабораторию и спросила: «Старый чудак, что это было сегодня?» Жан Ли Цин протер усталые глаза. «Жестоко, но до сих пор нет прогресса. Талисманы, как правило, требуют мудрости всей команды». Юн все еще с подозрением относились к вопросу с Мэн Ин. Ей вдруг пришла в голову мысль, она вытащила свиток. «Ах да, я получила проект, возможно, это может помочь». Жан Ли Цин спросил: «От кого?» Юн не хотела говорить сразу. «Это не имеет значения, сначала посмотрим на содержание. Если это действительно полезно, то я расскажу вам». Юн возлагала надежды на него. Какое хорошее предложение может девушка действительно дать? Однако, как только свиток был развернут, Юн была поражена. Более десятка поразительных красных крестов противопоставляла дизайн.
Комментарий к пергаменту гласит «академический мусор». Ошибка. Подлог. Какого черта, любой бы потерял терпение, читая эти кляузы. Но тем не менее, Джан Ли Цин был терпеливым и культурным человеком. Он подавил свой гнев и терпеливо читал подробности критики. Какие? Это не так просто. Всего несколько слов достаточно, чтобы поразить. Выражение лица Джан Ли Цин стало серьезным. Казалось, комментарий из нескольких сот слов привел его в чувство. Он несколько раз перечитывал. Второй раз перечитал, голова прояснилась, но не до конца. Третий раз каждое слово врезалось ему в голову. Он стал колебаться. Четвертый раз Джан смутился, но неуверенно начал думать. С виду обычная книга. Тем не менее, в ней содержится много скрытой мудрости. Джан Ли Цин стал немного одержимым. Это фантастическое чувство. Все перевернуто с ног на голову. В самом деле. Джан Ли Цин повернул свиток снова и ахнул. Его глаза расширились, а лицо его покраснело, затем побелело, а потом снова покраснело. Его губы задрожали, и он почти потерял дар речи. Это. Юн достала таблетку и передала ему. Джан Ли Цин проглотил таблетку, выражение его лица несколько улучшилось, но все еще был очень взволнованным. Его руки крепко прижимались к груди, а голова уже была потом покрыта. Он дрожал, долго не мог говорить. Джан Ли Цин имел некоторые проблемы с сердцем. Однажды они убьют его. У девушки закрались подозрения. Обычно этот старикашка всегда спокойный и уравновешенный, не волнуется из-за мелочей. Это цифра. Джан Ли Цин, с трудом подавляя волнение, проглотил еще одну таблетку. Словно защищая свои сокровища, он медленно открыл свиток. Его глаза глядели на свиток. Медленно пошли слезы из его старых глаз. Чтобы увидеть такой совершенный дизайн талисманом в этой жизни, я могу умереть без сожаления. Эй, старикашка, не хватает у вас немного терпения? Вы же мастер. Джан Ли Цин сказал с самоуничижительной улыбкой: «У меня только репутация в Тяньнан-Сити. Если бы вы сравнивали меня с этим человеком, то это было бы похоже на сравнение одинокой звезды в небе с солнцем и луной, утки с фениксом. Как я могу себя мастером называть? Скажите, чье это? Я хотел бы лично посетить мастера». Юн странно сказала: «Я боюсь, что она моложе, чем вы». Джан Ли Цин фыркнул и сказал: «У кого знания, хозяин мира. Есть бесчисленное множество гениев в этом мире. Сколько лет этому старцу?» Юн горько рассмеялась и сказала: «Одного из ваших учеников». Вздор. Я должен увидеть его. Я буду честной, она твоя студентка 4-го курса по имени Мэн Ин. Но старый старикашка, вы сами изгнали ее сегодня утром. Мэн Ин, мой ученик, изгнана мной. Джан Ли Цин переспросил: «Вы уверены?» Юн кивнула и сказала: «Она лично сегодня утром вручила мне свиток». Глаза Джан Ли Цин побелели, а сам он схватился за сердце и упал. «Лекарство. Принесите мне лекарство». Джан Ли Цин медленно сошел с ума. Старые люди не могут много волноваться. Можно погибнуть, и если быть неосторожным, Юн дала пару таблеток, а затем помогла пройти ему в гостиную. Джан Ли Цин лежал в постели, его лицо побледнело, закрыл глаза, рот его дрожал, и он бредил. Через час. Джан Ли Цин внезапно сел прямо. «Где это место?» Юн удивленно сказала: «Вы просто упали в обморок». Джан Ли Цин взволнованно сказал: «Упал в обморок. Так что только что произошло, это не сон. Спешите, спешите, принесите мне свиток». Нэнгунь озабоченно сказала: «Сейчас лучше не видеть его». Джан Ли Цин нахмурился и сказал: «Хватит говорить, принесите его сюда». Юн принесла свиток снова. Старик со странностями держал свиток в руке содержимым взглядом на его лице, с нежностью высматривая каждый дюйм. Это немного пугало Юн. Эта конструкция сама по себе уже безупречна. Можно увеличить потенциал в 10 раз. 42 тысячи лет назад человечество освоило магию. 26 500 лет назад люди обнаружили волшебные артефакты. 14 200 лет назад талисман стал частью истории. Сегодня на этом континенте есть несколько полных видов талисманов. Каждый из них имеет свои собственные достоинства и влияет друг на друга. Тем не менее, этот не подпадает ни под один из них, но он содержит намеки на каждого из них. Этой конструкции тысячи лет. Настоящее искусство. Чистое искусство. Мне, наконец, посчастливилось увидеть настоящий дар у человека. Надо его проверить.
Жан Ли Цин создавал раньше подобный талисман. Когда талисман был активирован, энергия прошла сквозь кожу. Жан Ли Цин метался. Когда он спроектировал талисман, он уже выбрал хорошее имя для него. Он будет называться «каменная броня», потому горные камни будут защищать кожу и тело. Судя по первоначальной активации талисмана, эта концепция очень близка к моей первоначальной концепции. Подождите, это неправильно. Жан Ли Цин был в холодном поту. После того, как магическая энергия активирует талисман, энергия преобразуется в волшебный массив. А затем проникнет в плоть. Каким образом она будет проникать в плоть, будет ли это безопасным? Жан Ли Цин снова подумал об этом. Он мог придумать что-то совершенное, но была и опасность. Жан Ли Цин стиснул зубы и продолжил. Верхняя плоть и кожа опухла, быстро затвердела, его кожа стала быстро меняться в цвете до серого и, наконец, почернела. Это. Жан Ли Цин был ошеломлен, глядя в зеркало. Его кожа стала твердой, как кора дерева. Как это возможно? Однако это не чувствовалось. Самое невероятное в том, что сила слилась с клетками в организме, что позволяет ему временно использовать ее. Жан Ли Цин вспомнил своего наставника, известного производителя талисманов Он Тянь Мин, который предполагал о существовании подобного, но тот был осмеян. Очень смелый дизайн, подарок природы, суть самого творения, Юн не могла не сказать, это божественно. Чудо, через 5 минут кожа вернулась к нормальному цвету. Все было великолепным. Разве Мэн Ин действительно сделала это? Мэн Ин обычно медлит, делая домашнее задание. Но на удивление, она сегодня выполнила его. Жан Ли Цин на мгновение задумался, а потом сказал: «Принесите все домашние задания Мэн Ин сюда». Бэн сказала: «Я боюсь, что это невозможно». Жан Ли Цин посмотрел: «Почему?» «Потому что мой товарищ, младший ученик Ханьша, сказал другим сжечь все это». Сгорело. Борода Жан Ли Цин затряслась от гнева. Юн кивнул. Жан Ли Цин сердито взревел. Как будто сошел с ума, он сломал дверь исследовательской лаборатории, а затем выбил другие двери. Несколько студентов отскочили в сторону от злого мастера, увидев его. Учитель, как правило, очень спокойный, сегодня рвал и метал. Жан Ли Цин подошел с угрюмым выражением на его лице. Он протянул дрожащие руки в печь, чтобы забрать обугленные фрагменты. Бумага для талисманов и заготовок производится из особого материала, поэтому часть и вовсе не горит. Это явно уровень 1. Если память мне не изменяет, то такие создаются для тренировок студентов. Что это значит? Что не так, на обратной стороне была совершенно новая фигура. Несмотря на то, что она была подгоревшая и пестрая, Жан Ли Цин еще мог признать, что это правильно. Это талант. Это талант. Я смог. Я закончил. Что я наделал? Жан Ли Цин смотрел на пепел в черной печи. Лицо его побледнело и покраснело. И он вдруг поднял голову. Полный рот крови, Жан Ли Цин почувствовал головокружение и упал в обморок на пол. Ах! Учитель! Несколько учеников были в шоке. Неблагодарные. Неблагодарные. Сейчас вам попадет. Юн быстро подхватила Жан Ли Цин и посмотрела на нескольких учеников. Бегите, пока старик не проснулся. Тяньнан, город более не имеет места для вас, ребята. Глава 5. Редкий. Во второй половине дня солнце горело огнем. Мэн Ин сидела в дворе на качели, слегка покачиваясь взад и вперед. Солнце блестело на ее гладкой безупречной коже, выделяя ее соблазнительно крепкие белоснежные бедра. Тем не менее, в абсолютном сравнении с этим, ее нежное лицо было грустным, а слезы продолжали капать вниз, как жемчуг на ее щеки. Безудержный голос раздавался в воздухе. «Наконец-то я тебя нашел». Подошел Чутянь. Он был растрепанным и сонным. Похоже, он только что проснулся. Мэн Ин повернула голову и простонала: «Ты только проснулся». «Уже полдень». Чутянь праведно сказал: «В комнате, которую ты мне предоставила, невозможно жить. Темно и грязно, нет ни лампы, не говоря уже о кастрюле или сковородке. А кровать жесткая». Мэн Ин была удивлена на мгновение. «Правда?» «Конечно». Матрас был слишком твердым. Когда я проснулся, ломило всю спину. Чутянь, вытянув тело, продолжил: «К счастью, я был хитрым и умным. Я открыл дверь склада и достал некоторые материалы, чтобы улучшить состояние комнаты. Все это заняло всю ночь, так что к тому времени было уже утро.
Я был уставшим и сонным, поэтому, естественно, я бы спал до полудня. Так вот, как это. Подожди минуту, он вскрыл дверь склада. Этот парень сорвиголова. Чутянь заметил слезы на лице Мэн Ин. «Эй, почему ты плачешь?» Мэн Ин протерла глаза, сердито сказав: «Чепуха. Мне грустно, потому что я был изгнан учителем». Чутянь замахал руками. «Ай, неблагодарный старик». Мэн Ин вытянула ноги, спрыгнула с качелей. «Не говори глупостей. Я получила 4 года бесплатного образования. Что он должен получить?» Чутянь зевнул и медленно сказал: «Наивная. Я расскажу об этом прямо сейчас. Они на ваших домашних работах столько заработали, что не только окупили расходы, но и прибыль получили. Можешь не лгать хоть сейчас». Жан Лицин — благородный человек. Мэн Ин стояла перед Чутянь. Как бы ни было, я осталась неудел. Теперь у вас нет работы. Я собираюсь вернуть вас обратно на невольничий рынок и получить свои деньги обратно. Чутянь был удивлен. Что? Вы можете вернуть? Мэн Ин хмыкнул. Конечно. В течение недели можно вернуть. А, боже, какого черта? Почему невольничий рынок этой эпохи имеет такую гуманную услугу? Стой. Стой. Я могу доказать вам, что я стою гораздо больше. Чутянь даже не думал. Я устрою вам пир. Ты? Пир? Да. Все, что нам нужно, это еда и приправы. Чутянь оставил Мэн Ин озадаченный. Даже нет ингредиентов и приправ, а вы говорите, что все готово. Чутянь продолжал, не испытывая никакого стыда. А, пожалуйста, поверьте мне, вы не будете разочарованы. Мэн Ин не ела в течение длительного времени, поэтому голод был сейчас главным. 2 куска мяса белого яка. 1 серебряная черепаха. Чутянь закончил сбор ингредиентов. Когда они возвращались, Мэн Ин сердито произнесла: «Все мясо звериное. Их мясо очень питательное, но жесткое». «А, да? Говорил бы кто. Это общеизвестно». Мэн Ин серьезно сомневалась в кулинарных способностях Чутянь. Звери — существа, которые могут изменяться. Их тело содержит большое количество магической силы. Их ударная сила от 10 до 100 раз больше, чем человеческое тело. Даже меч солдата не сможет ничего сделать, если зверь будет крупнее. Потому что мясо слишком жесткое, нормальный человек не может справиться с этим. Если вы едите, но не можете переварить, это может привести к смерти. Вы варвары, не умеете получать удовольствие от жизни. Что? Варвар? Вернуть. Вернуть. Прекратите угрожать из-за каждой мелочи. Мы спали на одной кровати уже вместе. Обидно. Придурок. Ты смеешь говорить снова? Мэн Ин была в ярости. Я должна все вернуть. Успокойся. Успокойся. Я признаю свои ошибки в порядке. Чутянь успокаивал разъяренную девушку. Так вот, я докажу вам. Чутянь долго успокаивал ее, провожая в комнату. В комнате было жарко, влажно и темно. Когда Мэн Ин открыла дверь, она окаменела. Ее глаза расширились, она не могла поверить, что она видела. Что это? С потолка свисали несколько стеклянных шаров. Каждый шар переливался ярким светом, освещая помещение. Чайник на столе. Даже без огня он непрерывно излучал тепло, словно только что поставили на огонь. Ветер прошелся эхом в комнате. Оказывается, там были 4 синих магических массива на 4 стенах в комнате. А массивы взаимодействовали друг с другом, перемещая воздух в помещении, создавая легкий ветерок. Можно было чувствовать себя свежим, даже если они бы остались в комнате во время жаркого лета. Что происходит с этим стеклом? Почему так ярко? Это называется электрическая лампочка. Во времена Чутянь лампочки уже вышли из моды. Тем не менее, в этот день лампочка еще не была изобретена. Большинство людей использовали свечи или масляные лампы, другие — кристаллы. Первые из них неудобны, а также недостаточно яркие, в то время как стоимость последних так высока, что недоступна для среднего и нижнего класса. Появление лампочки было бы важной вехой для цивилизации. Глаза Мэн Ин были широко открыты. Как же лампочка излучает свет? Чутянь начал объяснять. Есть связь между электричеством и светом. Есть в общей сложности 5 магических массивов. 1 для сбора магической энергии, 1 для преобразования волшебной энергии в электрическую энергию, 1 для хранения электрической энергии, 1 для управления электрической мощности, 1 для преобразования электрической энергии в световую энергию. Все 5 вместе идут в единый магический массив, и лампочка излучает свет. Мэн Ин хотела что-то сказать. Чутянь грубо прервал ее.
Все, не спрашивайте больше. Не поймите все равно. Мэнин не стала ругать Чутянь за грубость, она указала на чайник и сказала, каким образом ваш чайник становится горячим само по себе. Просто волшебный массив. Откуда ветер в комнате? Все тот же волшебный массив. Я хотел создать кондиционер, но материал не нашел, так что я сделал это. Мэнин была любопытной, поэтому расспросила обо всем в комнате. Эх, так много странных и редких вещей. А у вас действительно есть какие-то странные способности? Чутянь засмеялся. Теперь ты не вернешь меня обратно на невольничий рынок. Это зависит от того, как вы будете себя вести. Весело сказала Мэн Ин. Когда она видела что-то новое, она забывала обо всем. Ее настроение стало лучше, а она небрежно села. Эй, разве вы не говорили, что будет пир? Я принесла все ингредиенты, но здесь нет кухни. Ах, если вы решили поиздеваться, то я пойду с вами. Чутянь волшебным образом вытащил сковороду. Зачем вам нужна кухня? Я буду жарить вам бифштекс. Сковородка нагревалась, там не было никаких следов огня. Воздух над сковородой начал изменяться, как если бы он был подвергнут воздействию высокой температуры. Странный аспект, высокая температура была в пределах небольшой области нескольких сантиметров в высоту. Область вокруг оставалась холодной. Чутянь бросил бифштекс крупного рогатого скота в посуду. В тот же момент мясо зашипело. Даже если Чутянь не использовали огонь, мясо готовилось как на костре. Примерно через 30 секунд Чутянь слегка щелкнул и перевернул бифштекс. Сторона бифштекса поджарилась хорошо. Нормальный повар будет с трудом готовить это. Нормальное пламя не сможет приготовить это. Животное мясо имело высокую плотность и не проводило тепло. Иногда при приготовлении его, даже когда снаружи было готово все, внутри все равно все в сыром виде. Тепло, выделяющееся из сковороды Чутянь, казалось, содержит превосходную силу. Она проникала в каждую клетку и смягчала мясо, делая сочным и вкусным. Стейк непрерывно переворачивается. Чутянь увидел, что мясо было почти готово, поэтому добавил морскую соль, черный перец, оливковое масло, лимонный сок и какие-то приправы. Весь процесс занял около 8 минут. Испаряющийся стейк был, наконец, готов. Готово. Чутянь положил стейк на тарелку Мэн Ин. Стейк был толщиной около 3 сантиметров, там был розовый центр с соком. Весь стейк был нежным. Ин не терпелось попробовать. Обычно мясо было очень жестким. Тем не менее, она легко его разрезала. Мэн Ин взяла кусок мяса и положила его в рот. Глаза Мэн Ин сияли, как яркая звезда. Она ела, не переставая, большой кусок. Весь ее рот был набит и не мог говорить ясно. Да. Я никогда не ела такого хорошего мяса зверя раньше. Чутянь был уставшим, но радостно кивнул. Мэн Ин заметила, что Чутянь был крайне истощен. Она вдруг встала и спросила, «Можете ли вы научить меня, как использовать эту посуду, чтобы жарить стейк?» Чутянь знал, что Мэн Ин была очень внимательной и хотела помочь, поэтому улыбнулся и сказал, «Это на самом деле очень просто, нет необходимости учиться вообще». Мэн Ин подошла. «Позвольте мне попробовать». Чутянь дал сковороду Мэн Ин, «Я покажу микромассив обжаривания на дне сковороды. Когда вы будете использовать вашу магическую силу, она будет греть». Мэн Ин была второго ранга совершенного тела. Несмотря на то, что она не имела большого запаса волшебной силы, ее сила была лучше, чем у Чутянь. Она налила магическую силу в массив, начало поступать тепло. Лицо Мэн Ин было покраснело от волнения, нервно смотрела на сковороду. Что теперь? Что теперь? Чутянь подошел и показал на дрожащие руки Мэн Ин. Нет необходимости нервничать. Надо переворачивать его каждые 30 секунд. Да, именно так. Добавить приправы в то же время. Как я уже сказал, это очень просто. Руки маленькой девушки были гладкими и нежными. Чутянь не мог помочь. Лицо Мэн Ин было красным, как яблоко. Кто знает, какие чувства и мысли были у нее к ней. Может, только показалось, через несколько минут стейк был готов. Мэн Ин была очень взволнована. Она рассмеялась. «Я, Мэн Ин, могу также готовить вкусный стейк, глупая девочка». Как вообще можно потерпеть неудачу с этой сковородкой? Это как если бы она достигла чего-то важного, она выглядела очень счастливой и радостной. Мэн Ин заметила, что здесь было два инструмента, один был сковородкой, а другой горшком супа. Она указала на горшок супа и спросила, что это? Зачем нужно? Это для приготовления супа, я ставлю микромассив для приготовления пищи на дне. Разве мы не принесли серебряную черепаху? Как звучит черепаховый суп? Мне нравится черепаховый суп, позвольте мне сделать это.
Мэн Ин вызвалась добровольцем на работу. Она лично разрезала серебряную черепаху и очищала ее. Она положила черепаху в горшок с курицей, грибами и имбирем. В конце концов, она стала наливать магическую силу в кастрюлю. Весь процесс был очень прост и не требовал какого-либо обучения. Магия приготовления пищи еще не существует в это время. В эпоху Чутянь магические массивы просочилась во все аспекты жизни. Магия приготовления пищи стала очень распространенным явлением. Но несмотря на это, специалистов по массивам было мало, поскольку было слишком много вариаций массивов. Только человек, отдавший десятки лет жизни этому делу, во всем разбирается — повар. Чутянь не был профессиональным поваром магии. Но он до сих пор знал универсальные магические массивы для приготовления пищи. Так, он мог не есть сырое мясо зверя во время путешествия и разведки. Через 15 минут. Чутянь кивнул. Готово. Так быстро. Обычно это занимает несколько часов. Как традиционные приготовления даже можно сравнить с волшебной магией приготовления пищи. Хорошо, откройте крышку и дайте нам попробовать суп. В момент открытия крышки сильный аромат ворвался в комнату, доведя почти Мэн Ин обморока. Она не думала, что такой запах бывает, поэтому просто взяла себе тарелку. Суп был кремово-белый, он имел изысканный вкус, сочный, ароматный, но не жирный, свежий и еще не тусклый. Даже кости были совершенно мягкие, жевательные. Гриб и курица полностью растворились в супе. Это лучшее, что мир мог предложить. Горячий. Горячий. Мэн Ин выглядела так, как будто голодали много дней. Кровь в ней закипела от нетерпения. Чутянь, с другой стороны, был очень спокойным и медленно пил суп. Звериное мясо очень питательное и содержит магическую силу. Магия приготовления пищи может полностью извлечь эти преимущества. Ваше тело все еще недостаточно сильное, так что вы должны ограничить потребление. Это вызовет проблемы, если вы будете есть слишком много. После трапезы Мэн Ин вдруг встала и постучала по столу. «Чутянь, я поняла это. Давайте сотрудничать и начнем свой бизнес». «Какой?» «Давайте зарабатывать вместе». Мэн Ин набросились на Чутянь, схватила его за руки и начала теребить. Они были разделены столом, он сидел, а она стояла. Слишком активная, Чутянь был в растерянности, Чутянь был удивлен и спросил: «Почему вы вдруг так подумали об этом?» Мэн Ин сказала: «Я была исключена, поэтому сестра будет очень разочарована. У меня нет смелости, чтобы сказать ей. Почему бы не использовать деньги за обучение, для бизнеса? У меня есть деньги, у вас есть навыки, мы будем работать вместе и заработаем много денег, а затем сделаем ей сюрприз». Чутянь спросил: «Какой план у вас?» Мэн Ин нетерпеливо крикнула: «Кому нужен план? Выходишь со мной сегодня вечером. Мы будем продавать стейк вместе».